Всем привет, ребята! Сегодня наконец-то настал тот день. Мы снимаем видео, которое вы все так долго ждали и постоянно просили. Да, это будет полный разбор ловушки на медведя с первого по восьмое поколение. Я постараюсь показать все тонкости, секреты и нюансы, чтобы каждая ловушка у вас была продуктивная. Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо вам всем за 3000 подписчиков. Это просто невероятно, я реально ценю каждого из вас. Вашу поддержку я чувствую каждый день. И именно она вдохновляет меня делать новые ролики для вас. И еще для вас небольшая новость. Вчера мы уже объявили победителей нашего розыгрыша. В этом видео вас ждет сюрприз, который я приготовил специально для вас. Так что обязательно досмотрите ролик до конца, чтобы участвовать в небольшом розыгрыше. А теперь, без лишних слов, давайте погрузимся в мир того самого Мишки. Сегодня мы с вами обсудим тему ловушки на медведя. Ранее уже снимал ролик про этот аспект игры. Именно он набрал больше всего просмотров на моем канале. Поэтому в этот раз я решил разделить информацию на несколько блоков. А скорость выхода следующих частей будет зависеть только от вашей активности. Всего будет 3 ролика про медведя. Первый ролик про героев и соотношение войск для создания своего рейда, которые, на мой взгляд, являются оптимальными на сегодняшний день. Второй ролик про героев, которые лучше всего подходят на вступление в ралли на медведя. Третий – это общая информация о медвежьей ловушке. Сразу уточню, мы будем говорить только про героев с первого по восьмое поколение. У меня сейчас в игре идет 9 поколение, но протестировать новых героев я пока не могу, так как они у меня еще не открыты. Сегодня стартуем с первой части. Если этот ролик соберет 300 лайков, то я сразу сяду записывать вторую часть и подготовлю для вас таблицу с героями для вступления в ралли. Либо же мы с вами обсудим основы мероприятия. В этом видео тоже будет таблица, которую уже успели увидеть подписчики моего телеграм-канала еще до выхода ролика. Так что если вы еще не с нами, самое время подписаться. Перед тем, как начать обсуждение, хочу сказать следующее. Ловушка на медведя – тема довольно-таки деликатная. У каждого игрока есть своя тактика участия в этом событии. И здесь нет универсальной базы, которую можно применить раз и навсегда. В этом ролике я поделюсь исключительно своим мнением и опытом, основанным на первых 8 поколениях игры. К подготовке я подошел серьезно. Анализировал каждое поколение на своих фермах больше недели. В любом случае не исключен вариант, что кто-то в комментариях напишет: «Миша, в этом поколении лучше другая тактика». Я это понимаю, но подстроиться под каждого невозможно. Моя цель – показать вам опыт. А дальше вы можете протестировать разные формации и сами поделиться результатами. Я только буду рад, если появится обратная связь. Но сразу попрошу, если хотите что-то дополнить либо возразить, делайте это с примерами и доказательствами, чтобы был реальный материал для анализа. В целом можно сказать, что это видео в формате дискуссии. Подобные обсуждения у нас проходят почти каждый день в чате телеграм-канала. Поэтому после просмотра ролика приглашаю вас туда продолжить разговор. Я решил, что нет смысла вам показывать 30 минут боя с медведем в 9 поколении. Не особо оно вам будет интересно. Но не переживайте, общую информацию про этот ивент мы обязательно разберем в одной из следующих частей. А если вы еще не видели мой прошлый ролик про медвежью ловушку, то прямо сейчас у вас появилась ссылка в правом верхнем углу экрана. И как я говорил ранее, сегодня мы обсудим героев для создания ралли на медвежьей ловушке с первого по 8 поколение. Перед тем, как перейти к формациям, хочу уточнить. Я не могу подстроиться под каждого из вас. У кого-то мало войск, кто-то пропустил игру и не развивался, а кто-то потерял армию из-за того, что забыл включить щит на СВС. Ситуации бывают разные. Главное, что необходимо вам понимать. В самой медвежьей ловушке находится только пехота с определенным уровнем защиты. Она не наносит вам урон. Именно поэтому в любой формации всегда больше всего лучников, так как они сильнее всего против пехоты. Если у вас не хватает войск для полной формации, то я вам сейчас предоставлю пример, как можно их распределить. Допустим, у вас есть 4 марша и 300 тысяч лучников. Вы можете создать свое ралли на медведя, это отдельный слот, и плюс 4 марша для присоединения. Если, допустим, у вас условно 300 тысяч лучников, то эту цифру мы делим на 5 и получаем 60 тысяч на каждый марш. Если у вас 200 тысяч копейщиков, то данную цифру мы делим на 5 и получаем 40 тысяч копейщиков на марш. А оставшуюся цифру мы заполняем пехотой. Если вместимость вашего марша 120 тысяч, то формируем следующим образом. 60 тысяч лучников, 40 тысяч копейщиков и 20 тысяч пехоты для заполнения полного марша. Таким образом вы получаете оптимальную формацию. Помните, самый большой урон по медведю наносят лучники, затем идут копейщики и потом уже только пехота. Все дополнительные нюансы мы разберем в следующих частях про медведя. А сегодня у нас тема именно создание ралли на ловушке медведя в рамках 8 поколений. Сразу хочу вам обозначить, как мы будем обсуждать сегодняшних создателей ралли. Они будут поделены на 3 вариации. Первый вариант – это для игроков с большим донатом. В таблице будет указано, как для вас премиум ралли. Второй вариант
Это для игроков со средним донатом. В таблице будет указано как стандартная ралли. И третий вариант – это для игроков без доната. В таблице будет указано как ралли без доната. И именно в таком виде эти вариации уже указаны в таблице, которую я выложил в своем телеграм-канале. Так что обязательно заходите туда и сохраните ее себе. И теперь переходим к первому поколению героев и начнем с донатной опции. В первом поколении главным пехотинцем для донаторов считается Джеронимо. Да, я понимаю, что получить его в самом начале игры непросто, ведь он открывается через VIP-пакеты. Но раз мы рассматриваем лучший вариант, то именно Джеронимо здесь в приоритете. На медведе работают навыки экспедиции, и у Джеронимо они идеально подходят под ловушку медведя. Первый и второй навык дают до 25% урона и атаки. Эксклюзивное снаряжение Джеронимо повышает атаку в ралли до 15%. При 4 звездах можно прокачать все навыки экспедиции Джеронимо на максимум. Поэтому Джеронимо остается топовым пехотинцем для медведя на долгий срок. В ПВП он пригодится до 5-го поколения, но на медведе его будут использовать постоянно. Из копейщиков альтернатив почти нет. Мы будем использовать Молли. Ее эксклюзивка увеличивает смертоносность войск на 15%, а навыки экспедиции добавляют урона на медведя. Что касается лучников, то Зинман в донатном варианте себя плохо показывает. Навыки у него слабые, эксклюзивка у него защитная. Лучше я советую вам выбрать Бахити. Его легко улучшить до 4 звезд в первом поколении, а параллельно можно копить общие мифические фрагменты героя для персонажа из второго поколения. И что мы имеем по итогу для игроков с большим донатом в первом поколении? Пехотинца мы будем ставить Джеронимо. У меня его, к сожалению, нет. Давайте мой любимчик Смит в этом видео будет представлять Джеронимо. Кстати, если вы не подписаны на мой телеграм-канал, то не видели пост, где моя жена мне сделала подарок на 3000 подписчиков. Сейчас вы можете оценить это на видео. Еще раз вам хочу сказать огромное спасибо за поддержку и актив на канале. Без вас у меня бы не получилось создать такое уютное комьюнити. Немного мы отдалились от темы разговора, давайте продолжим. Копейщика мы будем ставить Молли, а лучника мы будем ставить Бахити. По соотношению я советую вам ставить 20% пехоты, 40% копейщиков и 40% лучников. Теперь давайте рассмотрим вариант для среднего доната. Если у вас нет прокачанного Джеронимо, то заменяем ее на Наталью. Эксклюзивное снаряжение Натальи дает до 15% к смертоносности войск. Второй и третий навык усиливает атаку союзных войск. Даже на 2-3 звездах она станет достойной заменой пехотинца. Лучники и копейщики остаются те же – Бахити и Молли. Соотношение войск советую следующее: 30% пехоты, 30% копейщиков и 40% лучников. И последний вариант – это для игроков без доната. Тут особо нет никаких альтернатив. Нам необходимо будет использовать Сергея из пехотинцев. И то лишь благодаря своим характеристикам. Лучник и копейщик остаются прежними. Все тот же Бахити и Молли. Соотношение войск: 30% пехоты, 30% копейщиков и 40% лучников. И важный момент. Если вы играете без доната, то в первом поколении не советую создавать собственное ралли на медведя. Лучше вступайте в ралли к сильным игрокам Альянса. На старте у вас будет слишком мало войск. То же самое можно сказать и про вариант с Натальей. Лучше экономьте силы, пока не подрастет армия. Теперь переходим ко второму поколению героев и начнем с донатной опции. Пехотинец остается прежней, Джеронимо. Эту опцию мы не меняем, потому что даже на моем этапе игры лучшей альтернативы для медведя просто нет. Касательно копейщика, здесь можно заменить Молли на Фили. Ее эксклюзивное снаряжение дает бонус к здоровью. На медведе это бесполезно. Но есть навыки с шансом увеличить атаку. В совокупности она будет лучше Молли, особенно по базовым характеристикам. Герой нового поколения всегда сильнее по показателям, в отличие от героя с предыдущего. Лучника мы будем использовать Алонсо. Для игроков с донатом получить его несложно. Его эксклюзивка повышает смертоносность в атаке рейда на 15%. Помимо этого, есть навык на увеличение урона. По всем параметрам он значительно сильнее Бахити. Итоговый вариант для игроков с донатом во втором поколении звучит следующим образом. Пехотинца мы будем использовать Джеронимо, копейщика мы будем использовать Фили, а лучника мы будем использовать Алонсо. Соотношение войск: 20% пехоты, 30% копейщиков и 50% лучников. Касательно альтернативной опции средний донат. Если у вас есть Наталья, даже если она на 2 звезды, используйте ее. Она лучше, чем условный Флинт. Лучник остается тот же, Алонсо. Я уже уточнял у ребят в телеграм-канале, что даже при минимальном донате реально прокачать героя на 4 звезды, если играть грамотно с самого старта. А вот копейщика лучше оставить Молли. Улучшать Фили для среднего доната смысла нет, так как все общие фрагменты лучше отдавать Алонсо из зала героев.
Итог для среднего доната во втором поколении звучит следующим образом. Пехота – это Наталья, копейщик Молли и лучник Алонсо. Соотношение войск 20% пехоты, 30% копейщиков и 50% лучников. Переходим к опции для игроков без доната. Пехотинцем у нас будет Флинт, осколки которого можно собрать в колесе фортуны. Даже без доната реально прокачать данного персонажа на 4 звезды, если использовать 70 прокрутов в каждом ивенте. Копейщик и лучник остаются с первого поколения. Это Молли и Бахити. По соотношению я советую ставить 30% пехоты, 30% копейщиков и 40% лучников. Важно, при дефиците войск игрокам без доната я все так же не советую создавать собственные ралли на медведя. Лучше присоединяйтесь к сильным игрокам Альянса. Теперь переходим к третьему поколению героев. Начнем с опции для игроков с высоким донатом. Пехотинец остается прежний, Джеронимо. А вот копейщик у нас появляется новый, Мия, которая считается лучшей для медведя абсолютно у всех игроков, вне зависимости от доната. Ее эксклюзивное снаряжение дает до 15% к атаке войск в сборе. Я настоятельно рекомендую прокачивать виджет минимум до 6 уровня уже в третьем поколении, а для донатеров реально сделать его сразу максимальным. Навыки экспедиции у нее шансовые, поэтому урон может сильно колебаться. Но именно это позволяет при росте характеристик выдавать огромные цифры. Например, у меня урон прыгает от 250 до 400 миллионов, именно благодаря ее навыкам. Касательно лучника, я советую использовать не Грега, а Алонсо, потому что его навыки и виджет дают больше пользы на медведя. Итог для высокого доната следующий. Пехотинец у нас идет Джеронимо, копейщик Мия и лучник Алонсо. Соотношение войск я советую ставить следующее. Один пехотинец, обязательно он необходим для закрытия урона. 5% копейщиков и 95% лучников. Минус 1 юнит, который переносим в пехоту. Если выставлять формацию только из лучников, без копейщиков и пехоты, то урон будет снижаться из-за механики ловушки. Вы изначально ставите формацию 0% пехоты, 5% копейщиков и 95% лучников. Отнимаете одного лучника из формации и добавляете пехоту для закрытия урона на медведе. Именно так вам необходимо будет настраивать формацию в случае, если я буду озвучивать данную формацию. Один пехотинец, 5% копейщиков и 95% лучников. На этапе третьего поколения колоссального прироста урона вы еще не увидите. Но с каждым поколением результат будет расти за счет навыков Джеронимо и Мии. Касательно среднего доната, если у вас нет Джеронимо, вы можете использовать Наталью. Копейщик и лучник у вас остается тот же, Мия и Алонсо. По соотношению такое же, как озвучивал с Джеронимо. Один пехотинец, 5% копейщиков и 95% лучников. Минус 1 юнит, который уходит в пехоту. Теперь переходим к опции для игроков без доната. Пехотинец у вас по-прежнему остается Флинт. Копейщик у вас теперь будет Мия. И лучника вы ставите Алонсо. Флинт хорошо сочетается в ралли, где находится больше копейщиков, в отличие от первых двух вариаций с донатом. Так что я советую ставить соотношение 20% пехотинцев, 30% копейщиков и 50% лучников. Если вы не прокачивали Алонсо, то вы можете использовать Грега в этой же формации. Теперь переходим к четвертому поколению героев. В этом поколении я хочу вам показать уже 4 вариации, вместо привычных 3. Касательно опций с высоким донатом, то тут все просто. Пехотинец идет Джеронимо, копейщик Мия и лучник Лин из Колеса Фортуны. Ее эксклюзивное снаряжение работает в защитном гарнизоне, поэтому на медведе оно бесполезно. Но вот навыки Лин увеличивают урон на медведе. Плюс общие показатели героя выше, чем у Алонсо, которого мы использовали во втором и третьем поколении. Соотношение войск остается прежним. Один пехотинец, 5% копейщиков и 95% лучников. Не забываем отнять одного лучника и добавить одного пехотинца в формацию. Теперь переходим к альтернативным опциям. Вы можете использовать пехотинца Наталью, копейщика Мию и лучника Лин. По соотношению точно так же. Один пехотинец, 5% копейщиков и 95% лучников. Вторая альтернативная опция уже идет с Райной. Некоторые игроки берут ее для арены и будущих событий на медведе. Она может быть альтернативой Мии, если вы не успели прокачать ее. У Райны есть навык, который повышает атаку копейщиков. А ее эксклюзивное снаряжение увеличивает смертоносность войск в рейде. В целом, это атакующий копейщик, который лучше всего сочетается с флинтом. Но при этом копейщиков в ралли должно быть больше, чем в случае с Мией. Итоговый вариант выходит следующий. Пехотинец Флинт, копейщик Райна и лучник Лин.
по соотношению 1 пехотинец, 25% копейщиков и 75% лучников. Минус 1 юнит, не забывайте про это. Касательно опций для игроков без доната, то вы можете использовать пехотинца Флинта, копейщика Мию и лучник Лин. Формация 1-5-95. И теперь переходим к пятому поколению героев. В этом поколении я также вам покажу 4 опции для медведя. И начнем мы по классике с высокого доната. Пехотинец будет Джеронимо, копейщик Мия, а лучник вместо Лин теперь можно ставить Гвен. Ее эксклюзивное снаряжение повышает смертоносность войск в рейде до 15%. Помимо этого, у нее есть атакующие навыки, которые отлично работают на медведе. В дальнейшем, после выхода новых лучников следующих поколений, Гвен можно будет использовать как героя для вступления. По соотношению войск остается прежним. 1 пехотинец, 5% копейщиков и 95% лучников. Теперь перейдем к альтернативным вариантам. И первый вариант – это использование Райны вместе с Флинтом и добавление Гвен из нового поколения. Ставим Флинта, используем Райну и Гвен из 5-го поколения. Соотношение: 1 пехотинец, 25% копейщиков и 75% лучников, минус 1 юнит. Второй вариант – это Наталья, Мия и Гвен. Соотношение 1-5-95. Для игроков без доната появляется Гектор из Колеса Фортуны. Его навык повышает урон войск, в том числе и лучникам. Он хорошо сочетается с Мией, и на медведе можно использовать следующую формацию. 1 пехотинец, 5% копейщиков и 95% лучников. Если вы игрок без доната не прокачивали Гвен, то вы можете ставить Лин из 4-го поколения. Теперь переходим к 6-му поколению героев. В этом поколении есть тоже 4 вариации, но с некоторыми нюансами. Для игроков с высоким донатом добавляется лучник Вейн. Его эксклюзивное снаряжение работает на защиту, так что для медведя это бесполезно. А вот навыки экспедиции у него атакующие, поэтому он отличная замена вместо Гвен. Итоговая тройка выглядит следующим образом. Пехотинец Джеронимо, копейщик Мия и лучник Вейн. Соотношение войск остается прежним. 1 пехотинец, 5% копейщиков и 95% лучников. Следующая опция – это с Рене из Колеса Фортуны. Она чем-то похожа на Райну, так как ее навыки также усиливают урон копейщиков. Кроме того, эксклюзивное снаряжение Рене повышает смертоносность войск в рейде. Этого героя недавно пофиксили в одном из обновлений, поэтому я не могу вам дать 100% гарантию по эффективности после апдейта. Нужны тесты. Ранее Рене использовали вместе с Флинтом и Вейном. Соотношение 1 пехотинец, 25% копейщиков и 75% лучников. Третья опция – это с Натальей, Вейном и Мией. Здесь используется формация 1-5-95. И если у вас нет Натальи, то можно заменить ее на Гектора из 5-го поколения. И, наконец, вариант для игроков без доната. Пехотинца вы используете Гектора, копейщика вы используете Мию, и лучника используйте Лин, если вы не брали лучника из 5-го и 6-го поколения. Здесь используется формация 1 пехотинец, 5% копейщиков и 95% лучников. Теперь переходим к 7-му поколению героев, где мы наконец-то получаем долгожданного лучника из Колеса Фортуны Брэдли. Этот герой считается одним из лучших на арене и отлично показывает себя в PvP. Несмотря на то, что его эксклюзивное снаряжение работает на защиту, его атакующие навыки прекрасно проявляют себя на медведе. И первая опция для игроков с высоким донатом будет следующая. Это пехотинец Джеронимо, копейщик Мия и лучник Брэдли. Соотношение 1-5-95. Вторая опция – это пехотинец Флинт, копейщик Рене и лучник Брэдли. Соотношение 1 пехотинец, 25% копейщиков и 75% лучников. Третья опция – это пехотинец Наталья, копейщик Мия и лучник Брэдли. Формацию используем стандартную 1-5-95. Если у вас нет Натальи, то вы можете использовать вариант для игроков без доната. А именно, это пехотинец Гектор, копейщик Мия и лучник Брэдли. Соотношение 1 пехотинец, 5% копейщиков и 95% лучников. И последнее, 8-е поколение, которое хочу обсудить с вами в этом ролике. В целом,
оно не сильно отличается от седьмого. Брэдли по-прежнему будет вашим лучником на ловушке, а в PvP его можно использовать вплоть до 10-го поколения. Касательно донатной опции. Пехотинец у вас будет Джеронима, копейщик у вас будет Мия, а лучник у вас будет Брэдли. Формация стандартная, как мы обсуждали с вами ранее. Один пехотинец, 5% копейщиков и 95% лучников. Касательно альтернативных опций. Вы можете попробовать поставить Соню вместо Рене из 6-го поколения. Пехотинца вы можете поставить Флинта и оставить Брэдли. Соотношение 1 пехотинец, 25% копейщиков и 75% лучников. Альтернативная опция номер 2. Вы можете использовать пехотинца Наталью, если она у вас есть, копейщика Мию и лучника Брэдли. Соотношение 1 пехотинец, 5% копейщиков и 95% лучников. И последняя опция на сегодня – это для игроков без доната. Именно сейчас я ее использую. Вы ставите пехотинца Гектора из 5-го поколения и добавляете Брэдли и Мию. И используете одного пехотинца, 5% копейщиков и 95% лучников. Именно с данной формацией, без лучников 11 уровня, у меня получается набивать урон от 250 до 400 миллионов. Довольно долгое обсуждение у нас вышло в этот раз с вами. И раз вы посмотрели этот ролик до этого момента, объявляю небольшой розыгрыш для вас. Все мы понимаем, что играть без доната не просто в этой игре. Поэтому я решил поддержать вас и разыграть один сертификат на 499 ледяных звезд. Условия очень простые. Поставить лайк под этим видео, подписаться на YouTube канал, оставить любой комментарий под этим видео и в конце комментария указать свой ID аккаунта, который вы можете взять в этом меню. С помощью бота я выберу победителя и объявлю счастливчика 1 октября. Если вы оставите коммент, но у вас не будет подписки, то я буду выбирать нового победителя. Так что обязательно проверьте, подписаны ли вы на канал. Желаю вам всем удачи в этом розыгрыше. А теперь давайте перейдем к итогам этого ролика. Ролик получился для меня не из простых. Даже если вы не планируете участвовать в розыгрыше, попрошу вас поставить лайк за мои труды. Перед окончанием ролика хочу сказать следующее. Точной, идеальной информации на медвежьей ловушке вам никто не может предоставить, так как все основано на индивидуальных тестах каждого игрока. Я вам показал пример своего видения этого мероприятия. Я не утверждаю, что именно так вы будете наносить максимальный урон на медведя на основе ваших героев, но постарался подсказать, как каждый из вас может его увеличить. Со временем я, возможно, найду новые формации войск для оптимального урона. И если это произойдет, мы обязательно обсудим их в следующих роликах. Всю информацию про формации, которую мы обсудили, я собрал в виде таблицы, которую вы можете посмотреть в моем телеграм-канале. Вот и подошло к концу наше видео про ловушку на медведя с 1 по 8 поколение. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Не забывайте, что все самые свежие новости, розыгрыши и эксклюзивы выходят в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. Там мы общаемся, делимся секретами и устраиваем классные активности. Так что заходите и присоединяйтесь. Спасибо всем за просмотр, за ваши лайки, комментарии и поддержку. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски. А на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.